Здравствуйте, дорогие товарищи, с вами Геоэнергетика Инфо, ведущая Елена Аверченко и наш замечательный специалист Борис Леонидович Марцинкевич. Борис Леонидович, здравствуйте. Всем добрый день. Сегодня мы попробуем посмотреть, что происходит на европейском континенте. Небесная канцелярия, я так понимаю, решила окончательно задушить европейские страны в своих горячих объятиях. Помимо запредельных температур атмосферных, в одно из, как говорится, дополнительных бедствий новостные агентства обозначают медузы, нашествие медуз, которые злобно забивают фильтры вообще на генерирующих мощностях у Французской Республики. Ну, Борис Леонидович, насколько это было вообще, насколько это неожиданно, насколько это какое-то атипичное, внезапное природное явление? Не похоже ли это на такую же внезапность, как снег в России каждый год наступает неожиданно? Ну, ближе туда. В очередной раз повторяю, что Европа интересует просто как пример того, что может быть, если плохо себя вести. На день сегодняшний, действительно, Европа потеет, слишком жарко и так далее, и так далее. Ситуация с медузами на атомной электростанции Гравелин – это, по-моему, уже третий заход на одну и ту же тему. У нее морское охлаждение, то есть станция для приемки холодной воды, она отправляется во второй контур, реакторы там обычные водно-водяные, то есть по шкале ИНОС риски радиационной опасности равны нулю, все в порядке. Задача этой воды пройти через теплообменник, превратиться в пар, отработать свое на турбине. После этого конденсатор пара опять становится водой и в какое-нибудь другое место тихонько слить. Ну, вроде как не очень сложная задача для воды, или мы что-то не очень сложно, если не считать того, что растет температура, и растет она не первый год, уже системно. А что происходит, если у вас теплая вода поступает в море? Вся живность, какая есть, она рада этому. Вот прекрасное теплое место. Медузы тоже так решили. Медузы размножаться умеют быстро, активно, и, соответственно, на той станции, где идет приемка воды, она, само собой, проходит через фильтры, чтобы мусор не тащить. Вот там медузы решили, что они будут жить. Класс. Отличное место. На самом деле у нас тоже такая проблема возникла на плавучей атомной теплоэлектростанции академик Ломоносов, которая возле Певека, в его порту, в специально оборудованное место. Вот окрестная рыба поняла, что здесь хорошо, здесь всегда тепло, вслед за ней пришли моржи вместе с тюленями, и теперь следующие гости, вот можно открывать заповедник на самом деле. Но там никто к фильтрам не прислоняется, в отличие от медуз. Вот такая проблема с этой электростанцией. Но она, так скажем, не критична. На всякий случай, если кто забыл, то в общей сложности во Франции сейчас 57 атомных энергоблоков, общая установленная мощность 63 гигаватт. Это программа Месмера 1974 года, выполненная безукоризненно до того предела, который был необходим экономике Франции. Если смотреть на итоги прошлого года, 85 миллиардов киловатт-часов экспорт, это крупнейший показатель на планете, далеко не первый год. Собственное потребление 580 миллиардов киловатт-часов, то есть как бы запас более чем достаточный, чтобы ни о чем не волноваться. Но поскольку с охлаждением в 70-е годы шло массовое строительство атомных электростанций, видимо, до конца гидрорежим не просчитали или не рассчитывали на такое потепление, как сейчас. 40-градусная жара и одна волна за другой, сейчас вот надвигается пятая, лето еще не закончилось. Тот же самый вопрос, где взять воду для того, чтобы заставить работать электрическую часть АЭС. Нужна вода, которая в теплообменнике превратится в пар, которая провернет турбину. Вопрос, что с ней делать дальше. Есть несколько вариантов решения. Один самый дешевый – прямое охлаждение. Если на берегу реки, выше по течению забираем прохладную воду, прогоняем через теплообменник, конденсируем пар в воду, ниже по течению сбрасываем. Дешево и сердито. В случае реки, если вода и так теплая, и добавлять, собственно говоря, кипяточек, флора с фауной не выдерживает. Ну, то есть живность сначала начинает радоваться, что тепленькая пошла, да, как говорится, а потом начинает вариться. Ну, собственно говоря, да. На каждой реке специалисты объяснили, какая температура является критической. То есть, вот, допустим, на Дунае 31 градус.
31 градус в реке, значит, разбрасывать больше горячую воду нельзя. Значит, надо либо снижать мощности, если разрешают хоть какой-то объем горячей воды, либо просто останавливать. Все то же самое по шкале Инес, радиационная опасность отсутствует, просто нужно отключаться и все. На день сегодняшний 13 реакторов уже остановлены, причина все та же, слишком жарко. Есть то, что продолжает работать совершенно спокойно, воздушное охлаждение, градирни. Горячая вода конденсируется, подается в специальное устройство, которое на всех фотографиях мы видим, и там сверху радиация прямо вылетает. Там просто разбрызгивают горячую воду, естественная тяга, башни эти высокие, поднимаясь наверх, охлаждается, конденсируется, падает вниз, уходит на второй круг. Расход воды есть, но он существенно меньше, не требуются такие огромные объемы, и, собственно говоря, ничего не сбрасывается. То, что можно использовалось, то, что испарилось и улетело, просто добавляем воду. И эти атомные электростанции работают совершенно замечательно в обычном режиме, что, собственно говоря, и спасает энергетику Франции, но вызывает множество вопросов у соседей. При таком объеме экспорта, разумеется, некоторые страны расслабились. Ну, то есть предполагалось, что Франция будет генерировать достаточно не только для себя, но и для той же Великобритании, например. Одно время, наверное, сейчас на первое место по объемам закупок вышла Германия, которая в 2023 году догадалась выключить все свои атомные электростанции, и все стало хорошо. Атомные электростанции Франции важны для объединенной энергосистемы Европы и еще и с другой стороны, которую тоже не все понимали, уж тем более не понимали, когда проектировали. У нас в розетках частота тока 50 Гц, вот ее надо обеспечивать. Тайна раскрыта. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Case Guru написано «создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Case Guru Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационные устройства для уборки по старинке, без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина, сейчас можно убраться без боли. С новинкой Case Guru беспроводным пылесосом Turbo Seal. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. Turbo Seal очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки. Case Guru Самочист. Тюменский самочист проводит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Case Guru Чистобот. Case Guru Чистобот отмывает 20 видов поверхностей, горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационные устройства Case Guru для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод INFO2607 на скидку до 1000 рублей. Обеспечивается она, потому что ротор внутри статора вращается со скоростью 50 оборотов в секунду. Все до предела просто. Вот эта зеленая волна, которая пошла, солнечная панель, там ничего не вращается. Не получается. Это же хорошо. Да, Нет? Вырабатывается постоянный ток, что с ним делать? Надо каким-то образом отправлять в сети, где 50 Гц. Стоит так называемый инвертор, который постоянный ток превращает в переменные. Первое поколение инверторов, которое сейчас массово стоит, работает в одном режиме. Если представить себе, что это автомат, который общается с сетью, он вежливо спрашивает: у тебя есть 50 Гц, уважаемая сеть? Есть, я отдаю. Если на вопрос нету, говорит, тогда я не работаю. И выключается солнечная панель. Приходите завтра. Да. Когда у вас будет 50 Гц, я включусь. Ветроэлектростанция, там есть ротор, он вращается, но с той скоростью, которую задает ветер. Может 50 Гц, может 150, а может 5. Поэтому, чтобы не сталкиваться с этой проблемой, вырабатывается постоянный ток, и тот же самый инвертор с тем же вопросом: уважаемая сеть, если у тебя 50 Гц,
50 Гц есть не всегда. Как показал опыт Испании, если у вас основная генерация солнечная и ветровая, то вы 50 Гц просто теряете. Автоматика просто выключает сеть, что мы, собственно говоря, в Испании и наблюдали. Что такое 57 блоков атомных во Франции? Это 57 роторов, массой больше 100 тонн каждый, огромный вращающийся момент, который 50 Гц держит всегда. Поэтому неоднократные попытки объяснить французам, что атомная энергетика – это плохо, уже прекратились. Что выясняется, что частоту вы держать не можете. Так что здесь важно не только сам факт передачи электроэнергии, что, безусловно, полезно, но и то, что стабилизация всей сети европейской во многом завязана на французские тяжелые железяки. Так получилось, так сложилось в этой жизни. Кто не синхронизирован, это Англия, Объединенная энергосистема Центральной Европы НСОЭ, в Британии, собственно, не синхронизирована, то есть передача электроэнергии невозможна без дополнительных усилий. Дополнительные усилия вставки постоянного тока, такая черная коробочка между двумя системами с разным набором характеристик. Приходит переменный ток со своими характеристиками, его превращают в постоянный, насильно придают характеристики второй сети, электроэнергия ушла. Разумеется, работает в двух направлениях. Не очень удобно, затратно, механизм очень дорогой. Под Ла-Маншем в общей сложности 3 энергокабеля, один из них в тоннеле. Удобно, прокладывать было хорошо. Уютно даже, я бы сказала. Нырять не надо. Вот их первыми отключают, потому что во всех остальных случаях никаких ставок постоянного тока нет. Сколько есть возможность поставлять, столько и поставляем. Англию и французы отключают обычно первыми. Ну, вот у нас появились сообщения, что пошли массовые веерные отключения в Великобритании. Они же рядом, они между собой вообще, им даже в голову не приходило договариваться, французам и британцам. Англичанам вот такие ситуации как просчитывать как-то. У французов все в порядке. Я опишу состояние, архитектуру общей объединенной энергосистемы Франции, это очень долгий рассказ. 88,9 электроэнергии вырабатывают электростанции государственной компании EDF. Государственная компания EDF передает выработанную электроэнергию по магистральным сетям. Отдельная компания, независимая совершенно, там только контрольный пакет у EDF. И она же является оператором, диспетчером. Еще есть отдельная компания, которая занимается последней милей от входа в город до розетки, до лампочки и так далее. И, соответственно, тоже надо диспетчеризовать все это. Это отдельная компания, которая на 100% принадлежит компании EDF. Какая скучища по сравнению с российским рынком генерации и транспортировки. То есть, соответственно, если правительство Франции принимает решение, что экспортировать ничего нельзя, нам своих потребителей надо удовлетворять, то эта команда выполняется мгновенно. Что, собственно говоря, с Англией происходит? Вот во Франции сейчас проблема, генерация снижена, потеря 13 источников энергии достаточно много, это порядка, наверное, 12 гигаватт установленной мощности, то есть из 63 20% убыли. Кого? Отрежем тех, для передачи кому требуются дополнительные усилия. Работа вставки постоянного тока неинтересна, а это сразу 4 гигаватта минус. Для Франции удобно. Дефицит мы закрываем вот таким образом, и в Англии чувствует себя неуютно. Англия, которая в пылу борьбы за экологизм, вот есть экология, а есть экологизм, закрыла все угольные электростанции. Атомные электростанции строить она разучилась. Там сейчас в общей сложности 5 блоков осталось. Управляет ими французская государственная компания EDF. Так сложилось. Неожиданно. Англия, которая была второй в мире страной, которая построила атомную электростанцию, сейчас не только строить, она и управлять не умеет, поэтому прибегают к помощи профессионалов. Что осталось? С газовой электростанцией. Замечательно. На территории Англии нет подземных хранилищ газа, соответственно, регулировать выработку не получается. Возможно, это сделать только при помощи подземных хранилищ газа, расположенных на материке Европы. Спасибо большое, Борис Леонидович. Спасибо.